Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня ресторан под названием Oc Benz 2. Есть у нас обзор на ресторан Oc Benz обычный, который находится совсем рядом с Лотте Мартом, это в Фонтиете. А сегодня за номером 2 мы уехали достаточно далеко. Это по дороге к Маяку и, от Фонтиета это, ребят, наверное, полчасика-то ехать точно. Посмотрим, как у них здесь с морепродуктами, потому что этот ресторан находится на берегу моря. Пока мы делали заказ, потихоньку налетела тучка и даже что-то закапало. Но прежде всего я скажу, конечно же, про цены в меню. Хоть мы далеко от туристического центра уехали, но это, так сказать, другая туристическая зона. И надо отметить, что ценники здесь довольно высокие. Буквально первая страница, которая меня здесь встречает, она светится ценниками в 545 тысяч донгов, например. Это раки-медведки и прочие штуки. Мы сделали заказ из аквариума, и присутствуют сегодня подписчики за кадром Андрей и Виктория, и запросились на лягушку. Так, все у нас полило. Перемещаемся, ребят, перемещаемся. И первое блюдо, которое к нам подъехало, это каракатица, выловленная из аквариума. Одна из них на пару приготовленная. Давайте пробовать. Я, естественно, ребятам первым делом посоветовал свое любимое блюдо, а именно на пару, да с рыбным соусом. Давайте это и сделаем. Да, вот так. Костян, а что ты все время рассказываешь про морепродукты, про паке гавайский, про пиццу итальянскую в рекламе? Надоел. Может, я картошку российскую люблю, с грибами. Опаньки. Бунт на корабле, что ли? А я вот люблю морепродукты. Впрочем, в меню наших друзей доставки еды Foodband есть и они, и много любимой Романом картошки. Целая линейка в меню, хоть с грибами, хоть с мясом. Главное, что с моим промокодом Костян25 вы хорошо сэкономите. Будет скидка на все заказы и любые самые разные блюда. Хоть каждый день бери. Чем больше заказ, тем больше скидка. Foodband сами все приготовят и доставят круглосуточно по всей Москве, Алматы и кое-где еще. В меню Foodband много пиццы прямо из печи. Классическая, острая, с креветками. Рома, не маши руками, погоди. Про твою картошку я не забыл. Жди своей очереди. А для тех, кто тесто не ест, в меню есть гавайские поки-боллы с морепродуктами. Еще в меню есть роллы с морепродуктами. В сетах брать еще выгоднее. А еще в Foodband горячие блюда, лапша, супы, курочка, закуски. Вот что тебе больше нравится, то и бери. А что касается картошки, Роман, вот тебе и с грибами, и с курицей, и с охотничьими колбасками. Ну что? Доволен? Кстати, для предпринимателей есть и франшиза Foodband. Помогут открыть доставку пиццы или роллов в вашем городе. Ну а если просто хочешь поесть, лови скидку по промокоду Костян25 на все заказы. И приятного аппетита. И, ребят, с рыбным. Это классно, это здорово. Вкуснее могут быть даром только бэйби-каракатки, которые понежнее. Это, крупненькая. Ее слегка пожевать, но на пару это волшебно. То есть, другими словами, приезжая, видя в аквариуме каракатку, либо в меню каракатица, просите ее сделать на пару, просите рыбный соус с остротой или без, это уже вам решать, и пробуете. Однозначно будет кайф. Комментарии из-за кадра. Да, это супер, это просто поразительно. Я не думал, что каракатица, привычная для нас всех, может обладать таким вкусом невероятным. Андрюх, а ты до этого пробовал каракатицу, Только из банки. в морском коктейле, наверное, да? Да, в морском коктейле, только из банки маринованный. Я не думал, что она будет настолько вкусной. Скажем так, разница есть. Очевидно. Прости, пожалуйста, да, конечно. Отдаем в зал. А теперь что же? Вторая каракатица. А приготовлена она на гриле. Попросили в двух вариантах, чтобы было разнообразие. И эту, естественно, с другим соусом. Я, может быть, боялся где-то, что будет передержано на гриле, но нет. Они молодцы.
Небольшой гриль чувствуется. Соус острый. Это сразу предупреждаю. Хрустяшка осталась, никуда не делась. Ну, ребят, ну это отличное блюдо. Ценники пока я не говорю, потому что я не знаю цен за килограмм. Это где-то будет либо сейчас появляться, либо позже, когда уже в конце мы узнаем финальный ценник. Опять же, народ, налетаем, пробуем. И мнение. Ну, потому что каракатица, ребят, это беспроигрышный вариант. Увидели, взяли. Роман, ну и твое мнение по каракатицам как на пару, так и грильный. Здесь, естественно, все понимают, что это максимально вкусно, богически. Единственное, что я прямо скажу, и для меня это открытие, мне казалось, что кальмары и каракатицы, ну одно и то же. Но нет, вот каракатицу свежую, я не помню, чтобы мы брали прямо из аквариума. И это максимальное различие, и мне намного больше понравилась именно каракатица. То есть ты за каракатку Да. всеми руками, ногами. А сколько у нее там ног, неизвестно. Я еще, признаться, ни разу не пробовал из аквариума осьминога. То есть максимальной свежести осьминог, который был, которого я пробовал, это был во льду, который только что пойман. Да, все верно, рыбаки приезжают, и вот он во льду плавает у тетушек, которые продают. Но я не думаю, что он сильно будет отличаться от того, если тебе прям из аквариума вынули. Каракатицы и осьминоги, да. Кальмар? Да тоже да, потому что это морепродукты свежайшие, вкуснейшие, а любитель на каждую штучку найдется. Дожидаемся следующего. Андрей, вот ты уже 3 соуса эти попробовал. Ну ладно, с Викой понятно, она остроту не переваривает ни в одном из них. Что у тебя по поводу соуса? Значит, рыбный я, поскольку я являюсь фанатом азиатской кухни, рыбный я понимаю, люблю и уважаю. Вот, единственное, что местные перчики, они очень острые, они дают прямо жгучую остроту, прям невероятную. Но, тем не менее, рыбный соус это вкусным быть не перестает. Значит, 2 других соуса, это для меня прямо, новинка. Вот зеленый соус, это вот со сгущенкой. Это такой соус, в котором ты сначала чувствуешь сладость, потом свежесть, а потом нарастающую остроту. Нарастающую остроту. Это прямо новое впечатление для ваших вкусовых сосочков. Турист, приехавший сюда, будет удивлен. Да, будет и приятно удивлен. А вот этот вот соус, я даже не знаю, как он называется. Ну, это барбекюшный с тамариндом или с чем-то. Да, это такой, условно говоря, там манго-чили, к которому мы все привыкли, но на максималках. Вот он вкусный, подходит ко всему, и вот обладает такой нежной структурой. Но при этом он тоже острый. Но там другая острота, она приходит потом. Сейчас много людей сюда приезжает, а я напоминаю, что у меня есть телеграм-группа, где можно обратиться лично ко мне по всем вопросам, начиная от аренды жилья, поиска байков и прочее, и прочее. Все это будет. И экскурсии, естественно, тоже. И вот ребята сейчас приехали сами, не обращались ничего ко мне, но столкнулись с некоторыми проблемами и после этого решили такие: нет, все, с нас хватит этого, давайте обратимся к Костяну. Я со многими вопросами им помог, и после этого стал отпуск намного для них приятнее. Ну а для тех, кто изначально не уверен в своих силах, пожалуйста, обращайтесь. Всегда буду рад помочь. А вот, господа, и рыба в соли. Как это мы просили приготовить, это сейчас я немножко расскажу. Давайте ее открывать. Я, наверное, возьму на себя смелость и сделаю вот так. Как пирог по кругу. Порядок. Ну и давайте отваливать это дело. И вот она, рыбка. Так, для девушки у нас пойдет первая часть. Она запросилась на серединку. Давай, где там у нас плавничок? Вот так. Снимайся, снимайся. И где там? Вот такая филешечка.
Вот она и рыбка. Сочность присутствует, вроде бы как. Я вон себе сейчас вот эту часть, а гостям, подписчикам, самые вкусные хвостики и прочее. Еще с нижней же стороны будет. Перед тем, как я начну пробовать, два слова по поводу того, как мы это заказывали. А именно, Виктория захотела, значит, говорит: ребята, хочу вот эту рыбу, которая плавает в аквариуме, вот запеченную в соли. Я ни разу здесь такого не встречал, чтобы именно в меню это было. Но мы вышли из положения. Я показываю Google фотку. Говорю: ребята, вот так вот можете сделать? Ну и перевод соответствующий сделал. Она побежала, посоветовалась, видимо, то ли с шефом, то ли не знаю с кем. Они говорят: да. И все, и без вопросов. Поэтому даже если вы в меню чего-то не видите, но можно попросить отдельно, как вот, чтобы вам приготовили. Ну и ладно, давайте я тоже себе кусочек отпилю. Ром, ну а тебе, получается, снизу рыбка будет, потому что, к сожалению, не самая крупная. А что за вид рыбы, здесь, как всегда, появится. Потому что я не берусь сказать, что это. Похоже на какого-то окуня. Я, естественно, буду пробовать прежде всего без всяких соусов, без всего. Шкурка прекрасно отстает. Вот она, филешка. Это, ребят, да. Это прежде всего да. Очень вкусно. Нежнейшее совершенно филе рыбы. Рома, ты сейчас будешь кайфовать. Во-первых, морская, приготовлена огонь. И крайне вкусно, здорово. Кто-то, если, может быть, подумает, что пересолено. Нет, вообще такого нет. Она внутри приготовлена идеально, сочная, нежная. И вот захотел, если просолиться, ну вот так вот чуть-чуть сюда обмакнул, как говорится, и пробуй. Внутри соли совершенно не чувствуется. Да, вот так вот раз. Немножко соли. И я с Романом согласен, они соль с чем-то смешали, но я абсолютно не против этого, потому что да какая мне разница, как эта корка выглядит, нужно ли там ее молотком разбивать или еще что-то. Приготовлено классно, просто здорово. Роман, давайте попробуем переложить. Так можешь перевернуть просто. Не, подожди, так не получится. Мне кажется, я справлюсь. И вот так, смотри, я справился. Я молодец. Что ж сказать по рыбе? Лично мне очень понравилось. Ребята приготовили просто классно. Сейчас все тоже скажут свое мнение. Прежде всего, Роман. Ну, я как фанат морской рыбы вообще в целом скажу, что свежая морская рыба – это уже круто. У меня до этого любимый вид готовки был это на пару, потом на гриле. Но вот этот вот в куче соли, блин, это настолько круто, потому что сохраняется, максимально сохраняется вот этот концентрированный вкус благородной морской рыбы. И это настолько круто, что словами не передать. Это обязательно нужно приехать и попробовать. Тут я с Ромой полностью согласен. Крайне удачный вариант готовки. Ну и Вика, скажи тоже пару слов. Да я, наверное, соглашусь тоже с Ромой, потому что сама по себе морская рыба – это уже круто, и я также ее фанат, потому что речную рыбу я не ем вообще. О. Вот. Да. И вот такой способ приготовления, мне кажется, это вот самый крутой, потому что он сохраняет вот всю ее сочность. Она не сухая, вот что самое главное. И вот это вот чувство, вот соль, вот это вот остается. Это круто. Даже не нужен, честно говоря, никакой соус. То есть сама по себе она уже вот самодостаточная и крутая. Надо... Очень вкусно. И это то, чего не хватает нам дома в России, потому что у нас она либо замороженная, либо перемороженная, и когда ты ее готовишь, она просто вся уже разваливается. А здесь она 5 минут назад плавала в аквариуме, и уже тут такая вкусная. В общем, вот. Ну, отлично. Я должен заметить следующую еще вещь, что они нам к этой рыбе принесли набор для спрингроллов. И я смотрю такой, ну, ребята, ну для чего? Ну зачем?
Ну вот эту рыбу кто-нибудь из здесь присутствующих хочет убивать спрингроллами? Нет, удалось Рома. спрингроллы. Всегда в жизни. Понимаете? Но тем не менее подают. Ну, мы зеленый манго используем как закусочку. А у нас следующее блюдо. Закипело, и давайте загружать траву и прочее. Вот так. А это стружка из цветка банана. Пальмы. Вот этой травы еще. И, конечно же, Morning Glory. Куда ж без нее. А вот у нас овощи и приготовились. Давайте накладывать лягуху. Здесь, кстати, надо отметить, порубили нормально. По крайней мере, я вижу полноценную лапу, которую можно съесть. О, смотри. Вот она лапа. Смотри, какая. Фитнес-ляга. И травки всякой разной. Вот так. И тут получилось так, что ребята запросились, а можно грибов добавить? Я такой, так давайте спросим. И мы попросили и принесли нам дополнительные грибы. Давайте добавим их сюда. Все, вперед. Вот так. Ну где ты, грибная душа? И первым делом, конечно же, лягуху. Мне нравится, что они нарубили вот так. Я здесь, ребят, ничего нового не скажу. Кроме того, что это большая лягуха и приготовлена правильно. То есть закинута, она покипела, и она осталась нормальной, хорошей, мягкой штукой. И удобно съедаемая. Теперь по поводу бульона. Кислый. Но это не за счет травы. Это сам по себе бульон кислый. Да, уксуса, ребят, не пожалели. Я не могу сказать, что это прям насыщенный какой-то и интересный бульон. На мой взгляд, слегка они здесь ложанули. Это прям кислятина. То есть изжога welcome. Ну и грибы. По наполнению пока все здорово. С грибочками, естественно, все в порядке. Да нет, мы из травы ничего такого кислого не кидали. Пальмовый цветок – обычная вещь. Morning Glory, естественно, само собой. Вот эта трава. А, это она. Капец она. Кислая, конечно, да. Наверное, мы с ней просто переборщили. Поэтому так и получилось. Да, с этой травой будьте аккуратнее. Здесь огромным текстом появится, что это за трава. Будьте с ней аккуратным. А я не часто такое встречаю, поэтому слегка и ложанул. Ну и ладно, узнаем мнение. Ну вот, на мой взгляд, наоборот, ты не лжанул, потому что мне вот такая кислота нравится. Я сразу знал, что это от той травы, я знаю, что она кислая. Мне Ага. этот суп напомнил чем-то вот щавелевый суп, а я щавелевый суп очень люблю. Поэтому мне все очень понравилось. И лягуха классная, и грибы классные, а бульон особенно. Так? Да, и как Рома сказал по поводу кислоты, ну, для меня может быть слишком. А как Рома любитель кислых щей или щавелевого супа,
может быть очень даже и неплохо. Андрей, Значит, на мой взгляд, это очень сильно похоже на щи. На зеленые щи со щеницей. Это такой кисленький похмельный супчик. Ну вот. Единственное отличие, это, наверное, там, не говядина, не курица, а лягушка. Но по поводу лягушки могу сказать то, что впервые, когда ее пробуешь, ты ожидаешь, что чего-то невероятного, чего-то необычного, а по факту это сильно похоже на куриные крылышки. куриные крылышки с Куриные- консистенцией рыбы, я бы сказал. Ну да. В общем и целом, да. А по поводу самого супа, да, на мой взгляд, тоже. Он мне очень нравится. Мне нравятся кислые супы, и все. На любителя, как говорится, я не особенный. Роман, да. Андрей, да. Вика. Мне очень нравится. И Вика, да. Трое против одного. Окей. Прежде всего, хочется сказать не о самом ресторане, а о месте, где он находится. Дело в том, что это далеко от обычной нашей привычной курортной зоны, но здесь тоже курортная зона. Можно сказать, что она слегка новая. Да, здесь и отели уже построены, и прочие всякие, и бунгало, и гестхаусы. Все здесь в наличии. Но инфраструктура здесь немножко хромает. Ребята вот заехали, и, понимаете, получается так, что съездить на рынок за фруктами или какие-то хорошие кафешки, которые дешевские бы были, им приходится все-таки далеко куда-то кататься. Здесь в основном отельный отдых. Пляж прекрасен. Здесь и море почище, чем в том самом Муйне. Но, соответственно, здесь и не хватает многих вещей. Ну а что касается именно что ресторана Ок Бенц 2. Это неплохое место со свежими морепродуктами. Не такой большой выбор морепродуктов и аквариумов, как это в основном Ок Бенсе, который находится в Фонтиете. Но здесь готовят вкусно, а это самое главное. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Чуть ли не первый раз я встречаю, чтобы прям в аквариуме были живые каракатицы. Я рекомендую крайне вот это. Приговор. Все. Нежнейшее совершенно филе мяса. Филе мяса, филе рыбы. Это группер вот обычный как раз, да. Это не группер, это уже трупер. Это трупер, да. Вик, будешь что говорить? Она отходит от чего-то. Пробовала вот это. А, от остроты отходит, понятно.